Самолет судного дня. Воздушный командный пункт Ил-80 по классификации НАТО МЭКСДом – это самолет, разработанный в конце 1980-х годов в авиационном комплексе имени Ильюшина на базе пассажирского самолета Ил-86. Самолет предназначен для эвакуации высшего военного руководства страны в угрожаемый период и одновременного управления вооруженными силами в условиях конфликта любой степени интенсивности, включая полномасштабную ядерную войну. Поэтому самолет такого назначения называют самолетом судного дня или конца света. В конце 70-х, в начале 80-х годов, в связи с угрозой перерастания холодной войны в горячую стадию в Генеральном штабе Вооруженных сил СССР было принято решение о создании воздушного командного пункта, который смог бы обеспечить управление войсками и вооружениями, в том числе ядерным оружием в условиях войны. Таким образом возникла идея самолета судного дня. За основу был взят лайнер Ил-86 из-за того, что он имеет фюзеляж, размер которого достаточен для размещения всей необходимой радиоаппаратуры и бортовой электроники. В 1985 году был совершен первый полет Ил-80. После первого полета начался этап оснастки самолета всем необходимым оборудованием. В 1987 году начались работы по усовершенствованию воздушного командного пункта самолета и его электронного оборудования. В 1992 году самолет был принят на вооружение Вооруженных сил Российской Федерации. По состоянию на 2019 год было построено 4 самолета. Он оборудован средствами связи и системами жизнеобеспечения. В состав экипажа входят операторы систем и офицеры боевого управления. Требования, предъявляемые к воздушному командному пункту, такие: дальность и продолжительность полета должны обеспечить вывод Верховного Главнокомандующего из угрожаемой зоны в случае опасности войны любой интенсивности. Самолет имеет бортовые средства защиты от оружия массового поражения, в том числе защиту от радиоактивного заражения. На самолете имеется аппаратура, обеспечивающая управление вооруженных сил, в том числе с использованием автоматизированной системы управления. Для контроля функционирования оборудования используются аналоговые и дискретные сигналы от первичных датчиков, сигналы вторичных приборов, включая аппаратуру связи с атомными подлодками. Имеет возможность автономного применения в случае выхода из строя наземного и спутникового оборудования, систем ретрансляции, связи и навигации. Внешне от своего прототипа Ил-80 отличается наличием в носовой части фюзеляжа крупного накладного отсека, в который помещено различное радиоэлектронное оборудование. Отсутствуют иллюминаторы, на крыле дополнительные пилоны с электрооборудованием. 2 из 4 самолетов имеют штангу для дозаправки в воздухе. В отличие от своего прототипа Ил-86, на самолете применена усиленная конструкция крыла и корпуса. Сделано это для уменьшения последствий воздействия на самолет со стороны возможного ядерного взрыва. Самолет получился очень тяжелым, что потребовало для него хорошо подготовленную взлетно-посадочную полосу, а также высокую квалификацию пилотов для взлета и посадки. Большой вес потребовал установку на Ил-80 4 опор шасси. На крыле самолета установлены пилоны, в которых размещаются генераторы энергии для радиоэлектронного оборудования. Он не укомплектован вооружением. Защита самолета может обеспечиваться истребительной авиацией при сопровождении. В декабре 2020 года стало известно, что из одного из самолетов в аэропорту Таганрог-Южный, который проходил плановый ремонт в Таганрогском авиационном научно-техническом комплексе, было похищено оборудование. Пропали 39 электронных блоков связного оборудования и 5 плат из таких же 5 демонтированных блоков. Позже в Таганрогский городской суд поступило дело в отношении местного жителя, обвиняемого в краже этих деталей. Один из 4 самолетов прошел модернизацию с установкой нового электронного оборудования в 2015 году. Помимо 4 Ил-80, было построено 2 самолета Ил-76СК, близких по составу оборудования и решаемым задачам.